Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас вы посмотрите длинный разговор, но я больше чем уверен, что пролетит время быстро и незаметно, потому что политики мы не касались, мы касались только проблем, таких вот жизненных каких-то бытовых дел. И плюс мужчина повспоминал свое прибытие в Германии. Дальше у нас пошло смешно и весело. Короче, приятного просмотра. Я думаю, вам понравится. Что-то новенькое. Почему? Что-то новенькое. Новое лицо. Не видел я вас тут никогда. Это Не что, обманывайте. фотошоп какой? Мы как-то с вами, с полгода назад немножко беседовали. Может быть, вы тогда не носили такую бородку? Или вы Нет, были у меня под были еще маской? усики, у меня еще вот так соединено Ага. было. Ну, папенька, слушай, поди уследи тут за всеми вами, за модами, за вашими. Приятный камин такой интересный у вас, как бы, да. Хромакей, бачу, да. Буратиновский, и вот проткнуть можно. Носом можно, да. Ну ничего себе, я не знаю, но люди делают как будто в доме, вот я заметил, все телевизоры теперь так используют, включают там камин, и он там трещит. Для Как блогера бы. это хорошо, потому что картинку можно любую изменить, и она Мгм. не приедается. Мгм. Да, то мне я перец повесил, слушайте, все, блядь, нищета, нищебродная. А при чем тут перец и нищета? Не знаю, люди какие-то хотят выводы делать, очень всегда оскорбляются там. Или, а что это у тебя рядом с розеткой? Какой-то странный розет, который рядом с розеткой такой обычный. Там еще торчал кусочек провода как-то неуместно такой. Вот, я говорю, это Это под телевизор. телевизионная, да, по-моему, розетка рядом? Да, какая-то херотень, да, это давно, когда в моде были еще телевизоры на кухне, знаете, так вот. Ну. Слава богу, он тут не повис, слава богу, его тут не было. Да. Сейчас смотреть же нечего. Значит, цензура на все. Да. Что за цензура? Что такое? Да. Прошу прощения. Да, нет, прошу прощения. Надо как бы говорить. Нет, у нас все хорошо, у нас прекрасный выбор программ на любой вкус. Подождите, вы, наверное, думаете, что я с Украины, я не с Украины, это VPN. Смотри как, а я почему-то был уверен, что вы с Украины. У вас такой хороший украинский произношение. Так я еще не использовал украинские произношения. Я о чем и говорю, понятно дело. Было бы удивительно, Было бы удивительно, братец, если бы вы были с Украины. У меня есть немножко во мне крови украинской по бабушке. Это знаете как, если вы жадный мальчик, это ничего не значит, что вы украинец. Молодец, блядь. Но я как раз таки не жадный мальчик. Серьезно, последний отдам. Я, знаете, из тех людей есть вот в состоянии алкогольного опьянения несколько категорий. Да, вот я один из тех, который чуть-чуть подвыпивший, и вот себя последнее снимет и отдаст. Да. Вот такой дурачок, короче. Моя мама всегда ругалась на папу именно за вот этот вот, за такой вот элемент. Все раздает, отдает. А оно, знаете, я вам скажу, если при этом еще человек, как я, допустим, верит в Бога, это в 100-крат наворачивается. Ладно, в 100-кратно преувеличил, конечно. Конечно. Я сразу вспомнил, как я отдал сумму денег, что-то не идет в обратку. Ничего страшного. Нет, братец, это такое. Есть национальные черты, есть такие. Нет, безусловно, явления. Конечно. Есть. Вот эти вот свойства такие, как вот, например, удержать капитал, например. Надо быть реально еврейским мальчиком, чтобы вот собирать по крохам. Я как верующий христианин, я всегда задавался вопросом, почему Господь избрал вот именно этот народ для себя как... базовый, да? Да, и долго не мог ответить себе на этот вопрос, пока не посмотрел один еврейский фильм. И еще знаете что?
то евреи, это вот которые 100-200 лет назад что-то делали. Короче, тот, кто сажает дерево, Ремесло. тот, кто сажает дерево, прекрасно понимает, что он не вкусит плоды. Но он сажает его, он делает все для того, чтобы дерево росло. Потому что потом его потомок когда-то вкусит плоды. Вот, к сожалению, у нас, у северных, так скажем, народов, ну, мы не можем этим похвастаться. Не можем. Ну, не знаю. Нет, сейчас как бы это... Сейчас все как бы меняется, все по-разному. Оно всегда меняется. Ой, но во всяком случае появляются люди, которые вот тут есть какой-то в интернете чувачело, который как бы предлагает всем в 35 идти на пенсию, там в 40. То есть вот эта вот система накопления, так сказать, вот там, по 100 рублей там откладывай ежедневно там, или что там, и по $100 в месяц откладывай, как бы, вкладывай в какие-то там пифы какие-то там, акции модные там, все, и будет тебе счастье. Будет тебе счастье, да. У меня как-то Так от банка что- приходило такое счастье. По 5 евро, говорит, откладывай. А потом тебе, короче, придет счастье. А я начал читать, ну, по-еврейски все-таки. Условия. Библию читаю, да. Да. Немножко могу Мелкий так текст. к еврейцам подмазаться. Ну и читаю то, что мелким шрифтом. Короче, когда я буду старенький, вот эти самые 5 евро, они не увеличатся ни в 6, ни в 5. Они останутся теми же самыми 5 евро, только потом будут выплачиваться мне назад. Ровно той же суммой, которую я туда Ну да. запулил. Даже проценты. Я прихожу к ней, к работе, ну, в банковской, Кауфрау у нас называется, я не помню, Да. как на русском это. Ну, Объясняю ей, сотрудник говорю, да, так банка. и так. Она говорит, ну слушай, ну это же все равно хорошо, чем Бухгалтер. ничего. Я говорю, ну да, это при всем при том, что если Ну да. надо точно быть уверенным, что доживешь ты до этого возраста. Ну да. А в это время банк твоими 5 еврами мутит-крутит. Да, мутит, крутит. Ну, там все равно какие-то у вас там процессы такие, значит, тут у нас как бы, если берут, так процент, как бы, вот сейчас вот что-то процент растет, как бы, чем ситуация как бы небезопаснее, тем процент все выше и выше. Я помню прекрасно, когда у меня еще были средства и деньги как бы лишние, я прекрасно себя чувствовал, когда в банке был процент 24 годовых. Представляешь, брат? 24% Я такие годовых. проценты тут никогда не слышал, не знаю. Я их не понимаю, такой процент. Вот я просто котлету денег относил в банк и терпеливо, как паучок, сидел и получал отчисления каждый, там условия разные, есть ежемесячные. Пока что не произошло? Пока не началась какая-то муть, я прихожу в банк в один, значит, такой там какой-то пром-бом-бом какой-то такой третьего уровня мизерный. И она меня чуть не на коленях, баба меня просит, не забирайте вклад. Я говорю, а почему? Так сразу. Она, ну оставьте хотя бы на неделю. Я говорю, почему? Мы обеспечены, у нас бензоколонки, тут армянские дела. Я говорю, странно, говорю. Не, говорю, срок, говорю, истек, дайте ко мне их. Они мне, значит, вернули деньги, и через несколько дней, буквально меньше недели, да, все накрылось медным тазом. Этот банк прекратил выплачивать вообще какие-либо дивиденды. Оказались армяне ни при чем, бензоколонки не их, и банк вообще лопнул. То есть, вот, значит, такие процессы пошли. И я просто каким-то чудом, абсолютно не потому, что я 7 пядей во лбу. Я там пролетел по некоторым позициям. Вы, наверное, один из первых вкладчиков просто. И поэтому вы попадали под, как бы у них отмечено, кому выплачивать и кому не выплачивать. Не, этот процесс был долгий. Значит, долгий? Я, получается, да, я из Америки приехал в 2006 году, вот почему я такую хронологию помню хорошо. И до 10 года, до 9-10 года я успешно все деньги получал с процентов банковских. Я вот хотел поинтересоваться время, когда это было, когда вы эту историю рассказывали. Потому что у нас в 2008 году в Германии началось просто какое-то бешенство по раздаванию кредитов. Раздавали кредиты даже не кредитоспособным людям.
Берешь телефон по договору у них Мгм. за бесплатно, тебе 200 Мгм. евро наличкой идет туда Да. же. Мы просто не План-то. Мгм. понимали, что происходит. А потом бах, и Guten Abend, Мгм. и Да, да, да. всеобщая вот эта вот Да, скупка да, 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 долгов. да, да. Да, да, да. То есть у меня получилось так, что у меня были, значит, деньги, и я часть оставил в Киеве, значит, тут бегал, собирал, это было мне на жизнь. И я жирненько так получал, а одну сумму такую нехилую я получал из российского ВТБ. Значит, я в Россию еще отвез котлету одну. Вот, помню, сколько там было что-то в районе 25-30 тысяч долларов, как бы. И я оттуда вот чинно получал 10 тысяч рублями, как бы отоваривал их, прекрасно жил, ни в чем себе не отказывал, отличные проценты капали. А вы Вот. А потом, значит, мне предложили квартиру купить. И я подумал, думаю, еще по такой по льготной программе, как бы я как чернобылец, там мне кажется, по чернобыльскому плану, как бы, ну там, конечно, по полной, но дали квартиру, это уже огромный плюс. То есть они ее построили. То есть ну. с котлована я занес деньги. Сначала было условие 70% я и 30% государства. Потом они пересчитали, сделали 80-20. А потом к финишу, то есть они с меня постоянно требовали доплату. А Ну. к финишу выяснилось 95 и 5. То есть 95 моих средств и 5 только от них. И то они потом не сделали ремонт, как обещали. То есть мне пришлось ремонт делать. Ну Ну, хоть ладно. Главное, квартира что была. да, главное, что ключи отдали, потому что вот сейчас вот я смотрю и с ужасом вижу картину, с ужасом стоят в Киеве стоят дома готовые. Я уже видел, как там по ночам эти властники, собственники начали делать ремонт. То есть вижу, что там кто-то шуршит, там что-то шкребет, что-то там штукатурит как бы. И вдруг вот бам, все потухло и никому не дают ключи. Представляешь, человек ходит как лиса над виноградом, ходит в этот двор, видит свою квартиру, видит свое окошко, за которое заплатил, и не может его получить. Представляешь? И А вот уже пошел в третий чем год. заключается проблема? А я даже не представляю, что они этим собственникам говорят. Типа, ну война, ну понимаешь, как вот, то есть, как, так смысл, ну война, ну ты Она же не вчера человеку, началась, она же началась, когда вы да, фундамент начали закладывать. Она, вернее, уже была, ну, когда вы фундамент да, начали да, да, закладывать. да, нет, так тут именно интересная ситуация, что даже те дома, которые были готовы, и то стройка заморозилась, и ключи не выдают. По какой причине, я не могу понять. Просто вот стоят дома неосвещенные, любая же зимовка дома монолитного, знаешь, под 29 этажей, без отопления, это чревато. То есть там же идет процесс, вот Ну, смещаются шахты лифта смещаются из-за того, что не пользуются, из-за того, что не отапливается, материалы начинают там крошиться, там вымываться, то коррозия есть какая-никакая. да, трубы, вся вот эта коммуникация, вся накрывается. Понимаешь? И вот они вот год, ну, думаю, ладно, год, второй, думаю, ну, а что же они говорят этим людям, которые заплатили деньги, сидят, ждут, оббивают пороги, Они уже и тишина косметикой гробовая. занялись внутри. Да, о чем и речь, о чем и речь, о чем и речь. Ну, просто у меня несколько примеров. Ладно, когда стройку остановили, это понятно, что вот стоят краны у нас такие понурые, Ну, вот стоят краны, понурые. да, и это самое, и фундамент только там сваи заготили, как бы вот один дом тут недалеко от меня. Вот. Ну и слава богу, что это все точечные застройки, знаешь, рядом эти какие-то хрущевки, и там люди с ужасом ждут, когда начнется опять эта стройка, потому что дом там весь ходором ходит. Ну, и вот они говорят, как вообще стройка замерла? Так ладно, стройка замерла, а почему не отдают квартиры, которые уже построены? Вот тут загадка. Вот не могу понять, почему. Не, ну это мы с вами можем гадать. Они-то понимают и Ну да. они Там, ждут чего-то. там произошла еще такая ситуация, вообще такая тема охеренная произошла. Значит, появился новый мэр Кличко, при нем, значит, появился какой-то его друган, который вдруг возглавил стройку во всем Киеве, на всех
свободных местах. То есть, понял, значит, по всему городу точечные застройки, значит, находили даже там, ну, грубо говоря, там футбольное поле какое-то там было заброшенное, туда многоэтажку. Потом бассейн детский, юношеский, довольно свежий, 80-го года постройки. К Олимпиаде строили, довольно Свежий, да, свежий бассейн. 40 с чем-то Разрушили лет. нахер. Да. Ну, Слушайте, а вот тем то, что более вы там объект особенный. упомянули Кличко и нового еще какого-то товарища, так это, Да, наверное, все и да. объясняет. Кентадо. Это то, Так, что... слушай красоту схемы-то, понимаешь? Он, значит, этот человек, имея ресурсы друга, Кличко имеет возможность дать любую территорию в городе, Он мэр, отписать да? этому новому строителю, да. Этот строитель быстро закладывает фундамент, нагоняет туда техники, и как только они погнали строить стены, подбежало огромное количество инвесторов, потому что этот дом, получается, появляется в обжитом районе и, ну, с такой инфраструктурой как бы развитой. То есть ты, получаешься, Это вселяешься в стоимость дом, у другая тебя уже дома. под домом... Да, да, абсолютно, то есть он дороже. У тебя под домом уже остановка метро там, или там станция автобусная, там, и все, поликлиники, детские сады, все есть. То есть не надо там по каким-то новостройкам там шагать по говну какому-то, а уже прям в городе, в центре. Притом разные-разные, есть такие, центр-центр даже есть. Короче, этот юноша собирает бабло со всех этих инвесторов и объявляет себя банкротом. Значит, он, Ой, да этот что-то персонаж, новое, что-то новое. так, слушай, этот персонаж пропадает, вот этот друг Кличка, пропадает. И Кличко говорит, ой, что случилось, ой, что... Но люди же не должны страдать, поэтому достраивать будет государственная компания. Вот вам и ответ. Да, и на месте этого Киевбуда, который был там, вот этот, появляется Киев Мискбуд, который реально строит. Там чуваки прям говорят, съем кирпич, если вы не въедете в эту А квартиру. То есть это не реально... рейдерские захваты, такой образ? Не. Получается, что доходы с предприятия забирают частные лица, а расходы и работы проводят за счет государства. Представляешь, красота? Это да, Вот в чем. это да. Вот. И земличку тоже так тихоря тоже получается. И концы в воду. А потом еще даже, видимо, даже еще с этими инвесторами поработали. Сказали, ну, вы же хотите получить хатку. Надо мы ж как бы, мы ж будем работать, Мы надо все для платить. вас, да? Мы Да, мы ради... ж тут будем стараться как бы. И получается еще можно баблище спилить. Короче, просто это самое, ну, Я благодатное поле. вчера с одним дедушкой разговаривал, он тоже с Украины. Да. И вот он за этого Кличка рассказывал еще за 90-е годы. Ну, это так я понял, что из братков какой-то он этот товарищ. Ну, Потом понятно, что-то но они наюрил, все напетлял, и пришлось, говорит, бежать ему. Он, говорит, к вам в Германию утек. Ну, Да. история потом другая отсюда начинается. Да. А Да, я фотографию показывает... Ну, да. А я с ним... Короче, Ну, зачем? когда в конце беседы этот дедушка берет со стола фотографию Да, фотография. и показывает, а там такой знатный статный дядя, да вся в грудь вот в орденах. То есть афганец какой-то? Нет, это еще с Великой Отечественной дяденька. О, Господи, так. Погоны там золотом все шитые, то ли генерал, то ли Странно. кто, я не разбираюсь. Ну, Я говорю, батя, ну как же так? Ты так, а ведь у тебя вот что. Нет, говорит, ты... Короче, я что за него, за деда начал, то, что он про Кличка начал рассказывать, и Да. упомянули Кличка.
Ну да. А как так получилось, если все знают, что он с 90-х? Бандит. Да, и он... Так у нас все бандиты, понимаешь, друг, получается такая история. У И нас народ получается знает об вот, этом. ну смотри, есть такое, ну вот представь себе, что вот сейчас вот в руководстве Германии обнаруживаются дети и внуки каких-то эсэсовцев и прочее. Ну и что? Ну и что? И Ну что? да, тут Тут мне... типа как бы он не отвечает за папу, папа там, Да. он не отвечает за деда, дед плохой, он его там, да, уже обоссал там могилу его. А у нас ситуация такая, что временной отрезок еще маленький, все хорошие, как бы, а еще вот эти 90-е бойцы, которые остались в живых, как бы, да, на Олимпе, которые залезли, они, получается, сейчас руководят, ну, во всяком случае, влияют как-то на ситуацию. Поэтому не считается зазорным, если ты бандитствовал или барыжил там на рынке, или там коммерцией занимался грязной. То есть огромное количество людей просто деньги делали, знаешь как, открывали это. Ну, может быть, сейчас ты не поймешь, что я скажу. МММ, всякие там представительства, Понял, то есть понял. трастовые компании, да. То есть, когда просто у людей собирали деньги, просто под какие-то обещания там липовые и все. Ну, это то же самое. Кличко, да, он был, он, так как он спортсмен, им входу выше не было только через авторитетов всяких. Вот Ну, его, он его там какой-то рыбка крышевал, какой-то там метр в кепке, чувачок, метр в кепке. И вот там еще смешная картинка, как они в Нью-Йорке стоят, два брата Кличка, такие на двухметровые, мосту, по-моему, им, да, где-то? да, им по пояс, ну, наверное, Бруклин Бридж какой-нибудь или Что-то Веризана там. где-то в памяти у меня Ну, вот это да, курвыкается. я так догадываюсь, что это этот самый нижний этот самый Манхэттен, где вот все биржи, там все дела, такая Ну, ну, центр, ну. так сказать, и такой бизнесовый. То есть в сознании наших людей люди 90-х не являются чем-то таким заразным и отвратительным. То есть это нормально. Да, ну я с вами тут соглашусь наполовину. Как бы Ну да. иметь соседа или Да, работодателя бандита такого, это одно дело. Но иметь таких людей как бы во власти, это во власть. совсем... Да. Это ведь... Тут тоже такой нюанс, понимаешь, нюанс. Что вот они даже, они как бы, они, я не хочу сказать, что они там люди слова, люди чести, конечно, ну, тут слабо с этим делом, но по сравнению с педрилками, которыми сейчас находятся у руля, Эти еще и как бы я окей, бы да? хотел, я бы хотел, чтобы лучше все были блядь, с 90-х, потому что там хоть, знаешь, можно было подойти и сказать, ну это же нечестно. Тебе Договороспособные скажут, хотя бы. но они, у них там хоть какое-то было там какое-то, знаешь, какое-то Да. понятие, видишь слово даже такое. Это вот Да. слово из 90-х, понятие. Мы по понятиям работаем. То есть, если бабушка стоит, продает семечки, то по понятиям ее нельзя грабить. Потому что это уже дно. Слушайте, получаться тогда сейчас, если все вот таким коленкором делаются у вас дела, а по понятиям вот с теми, кто задний как бы ходит задом, Ну, не, тех ну можно это как бы отдельный разговор. и тех можно как Да. бы и опрокинуть. Но наши-то Ой, власти все ходят задом. нет, с вашими однозначно будет это Самокалова тут 100%, потому что вы же чужие для нас по-любому, как бы, Да, да? да. Ну все, то есть это вот эти все разговоры о том, что мы хотим в Европу, это только для того, чтобы получить кредиты. То есть мы получим финансы от Европы, мы получим денежные Да средства, не получите, а вы уже отдавать получаете. уже получаем, видишь, то есть план рабочий. А отдавать, скажем, а кто будет отдавать? Вот представь себе, там, если, значит, это Красная Армия заберет большую часть, например, Во, территории. это вообще, короче, Кто? То есть обнулилово. придут люди в костюмах с вашей стороны и к этим ковпакам там всяким там и героям со звездами там и скажут, отдавайте наши средства, мы тут потратились на тигры, на снаряды, а им Да. скажут, идите нахер.
Ну, то есть вот такая ситуация. Оно так смешно, а с другой стороны, там плакать охота. А это с вашего кошелька будет идти, понимаешь, Оно ситуация. уже идет. Ой, вы не знаете, как у Уйдет. нас тут Ну, цены позадирались. Это от я, нас. у меня просто, у меня Германия в голове же образца 1992 года, когда я побывал в Баден-Вюртемберге. Вот. Забудьте, Ну, забудьте. конечно. То есть, когда мне немец показывал пальцем, говорит, смотри, 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 турок идет. Он такой, ну, турок идет. Сейчас-то уже, наверное, как бы никто не удивляется, и турки уже как свои, я так понимаю. Я когда сюда переехал, в город наш, Да. 2001 год, я здесь первый раз Ага. увидел чернокожего парня. И он был у Да, нас да, да. один на весь наш город. Мы Да, его да, любили, хранили, берегли. Да, Он у да, нас как да, в нашей да, да, да. городской книге был записан. Культурное разнообразие. Да, интересно. Да. Сейчас это что-то вообще про. Ну А вот, знаете, вот, и это вот. полбеды. Да. Когда обращаешься, допустим, в какие-то амты, сельсоветы, туда-сюда, зачем-то. Мгм. Ну, допустим, Мгм. во дворах грязно, там люди начали там, короче, тут. Это Да, все хулиган. просто мы как оставленные. ЖКХ, да, по-русски, наверное, то, что дом. Да, ну, это какая земля у вас? Бавария, Может быть, Бавария. Бавария? О, Бавария. это Это вообще я бы понял бы, если бы это забросили так, территория, что... да, что это восточные какие-то земли, там ГДР, Нет, там Восток там, наверное, вообще труба. еще Там, мраморная. наверное, вообще труба, короче. Ну, зато люди добрее, да, есть. Люди там открытий, да, это да. Там открытие, да. Я встречался с ГДРовцами, мне очень понравилось. Они больше наших взглядов таких. И они так как бы Простецкие понимали. такие. Да, даже дошло до того, что я так почувствовал такую, значит, вот эту вот социалистическую такую вот за школу, подготовку, что они были более человечнее, чем эти роботы западной части, которые Ну, работают, наши работают, роботы, они, видите, что, считают себя более, так сказать... Ну да, виси, оси, да, я понял. Да, Ну, вот это вот. Ну, это нормально. Да. Меня больше поразило остатки вот нацизма, как бы такие замаскированные бытового. Вот это меня очень удивило. Что вы так преуменьшаете? Ну, То, что замаскированные, это да. Для 92-го года это были такие тихие шепотки, такие типа там, мне говорили, я говорю, а почему вам евреи не нравятся? Я не еврей, но вообще там как-то коснулись вопроса. А мне так говорят, они не очень как бы такие вот работящие, как бы не любят работать. Я говорю, в смысле? Они говорят, всегда там стараются быть там лоерами, врачами, там вот, адвокатами, то есть... Голову используют. То есть, да, то есть мне этот Хобби Бауэр, этот человек, который он ходит на работу, а в остальное время занимается у него 14 гектаров виноградника, как бы он еще там сам. Да, богатая семья. Вот. И все мило, но это вот такие вот нюансики такие. Вот. Ну, а тот, кто говорил, ему простительно. Он в Калининграде закончил ефрейторскую школу и успел даже в окопе посидеть, как бы в Гитлер-Югенде его отправил еще. То есть он, да. Скачуха есть у него, да. Там вообще смешная абсолютно история, абсолютно смешная. Все разошлись на работу, а я к нему приехал вот гостить. Это вот абсолютно посторонний человек. Мы познакомились в Ялте. В Ялте познакомились, и он предложил, не хотите, молодежь, я тогда был еще молод, как бы там 20, сколько мне там было, 24-25 лет. Вот, я, говорит, не хотите. Мы с супругой, а он говорит, молодые люди, не хотите побывать в Германии? Мы говорим, хотим. И он пригласил. Все было на высшем уровне, великолепно, хорошо, очень мило, все прекрасно. Душевно, все хорошо. Вот. У меня по немецкому в школе была 3, но я там подтянул капитально, потому что, конечно, общаюсь, сразу такой резкий этот самый пошел Я процесс. понимаю, о чем вы говорите. Прогресс. Да, прогресс. И вот эта самая ситуация. А моя супруга тогдашняя, она немецкий знала очень хорошо, именно грамматический немецкий. То есть она такая дотошная, она всю грамматику, все знала. И они немцы всегда говорили, Мих говорит много, неправильно, но мы его понимаем. А говорит,
очень меньше, но очень правильно и четко все. То есть, ну окей, ну по барабану. Короче, все разошлись на работу. Я уехал на стройку работать, меня там нелегально устроили. Все разбрелись, и в дома остался, делал какую-то домашнюю работу. Вдруг звонок по телефону, такому шнуровому, тогда еще был Да, шнурок. да, да. Она поднимает, hello, здравствуйте, едет на то и говорит, а можно позвать такого-то, такого-то? Она говорит, нет, он часто там в саду там работает, все, говорит, и этот человек говорит, а вы кто? А она говорит, а мы приехали вот из Украины, там, с Киева, ну, для них все равно это все Россия, как бы Да, Раша, да, там, да. Руслан по-любому тогда еще был, они не отделяли. И он так удивился, говорит, а она говорит, что передать? А он говорит, скажите, значит, этому Федика. человеку, Да. я проглатываю его фамилию, имя, да, как бы, чтобы не афишировать. Скажите ему, что это звонит его крик камарады, то есть друг, фронтовой друг его, да, и говорит, у нас появилась возможность, как бы, то есть была там как бы стена, не было возможности общаться, как бы, а сейчас появилась возможность позвонить. И вот это же 92-й год, как бы, да, он раздуплился и позвонил ему в 92-м, позвонил ему домой, а дома уже русские сидят. И он такой, он говорит, я, бля, все ожидал, говорит, но Все что-то там ожидал, как бы но уже... этого Да, никак да, не мог но предвидеть. вместо моего камарада, да, значит, девочка из Украины, ну ладно, говорит, хорошо, передайте, Русские да, в и все, и городе, тогда, когда ахтунг, все... ахтунг, Русен, Да, 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 да. И все, когда вечером собрались, было так смешно, когда это все обсудили. Этот перезвонил этому, они договорились встретиться. Ну вот, они, кстати, такие, мне что-то удивило, они такие долговечные, он открывал свой этот журнал школьный, и там практически все как бы сохранили этот алкоголизм, нервы, там все такое. А вы знаете, Вот, я когда сюда... у нас Ну рассказывайте, рассказывайте. да, а это кладбище такое маленькое в городочке, то есть как бы что-то, блядь, какие-то они такие, люди рано были за уходе, да, забальзамированные все как-то, что-то, ну, долго тянули, да. Кладбища знаете, почему у нас маленькие? Потому что по Так, прошествию определенного периода времени старое выкапывается, новое закапывается. ага, вот это я мульки не знал, теперь Вот я это понял, да, да. поэтому кладбище не Я еще разрастается. так и думаю, нихера себе медицина как справляется хорошо, слушай, все, блядь, там какое-то там жалкое количество надгробий, а городок, так сказать, думаю, странно, странно. Не-не, При этом же питание отвратительное на самом деле. Немцы отвратительно питаются, то есть желудки должны, вот, ну, пердеж этот, ладно, опустим, но вот эти, эти бутерброды, блядь, бесконечные, блядь, утром, вечером, понимаешь, эти вот эти даже трансформировались тарелки в досточки, которые утром кладут перед тобой, с то есть углублениями нарезать. такими. Ну, во всяком случае, получается, что мы же привыкли как бы горячая пища, там что-то это, может быть, что-то изменилось. Мы привыкли Нет, не рацион больше изменилось, свеж. ничего не Еще. изменилось. Мы Опять традиционно этот баттер, упорные. да, опять брод, понимаешь, вурст, и вот это все, чизи, кизи, вот эти сыры, По сути, все вот только эти, один да, раз в день кушаешь, это обедаешь. да, Утром да, ну да, там бутербродик, ну что-то да, там такое. да. И вечером тоже кусочек хлеба, сырок, колбасочка там. Ну, со стаканом сока. Если Ну да, придут гости, да, можно что-то заказать и под вино там замутить. пиво, винца там Да, стакан выпить. да, сухонько, да. Ну и это самое, да, и тогда еще не было такого потепления, поэтому винцо было кисленькое, конечно, рейнское такое, сухарик этот, ну, но вкусненько, тут нет. Сосиски прекрасные были, барани, и были вот эти шпецли, я даже привез этот, я думаю, надо делаю Шпецля. шпецли машину привез такую, да, делаю. Вот. А остальные все такие, значит, кухня очень на нашу украинскую напоминает. И Колин Ролядин, и Маульташи, эти все точно такая. Ну, это, Все, да. Кстати, все, вот все эти наше. Колин Роляды, Маульташин, это вот от нас, наверное, суда. Тут уже Думаете, да? Да, Ну, не это знаю, старая не знаю. немецкая. Вы Я думаете, да? по поводу кухни, я часто тут с Да. нашими разговариваю, они не знают этих Да. блюд. Это Не знаю. знают Ага. только старики. Старые немцы, понял. Да.
А этот Так я, дёнер, я, пицца, носи... короче. я носитель, короче, информации. Я еще все эти кнедели, кудели, все вот эти коленя, Кнодели, там да, да. вепривые, все. Я знаю еще там, да, свинину, как это с тушеной капустой делать, и все. О, так я могу открывать Штрудели гаштет, сверху еще. да, да, гаштет старинной немецкой кухни. В Нью-Йорке, кстати, был ресторан там баварский такой, и у меня, я просто по профессии повар бывший. Вот. И мы там с одним базарем чувачком, как бы, он говорит, я там недалеко работал, но кушать ходил к вот этому Гансу, к немцу, к этому. Я говорю, а что там такое? Он говорит, я тоже так подумал, блядь, что там люди стоят, что туда ломятся все, я это не могу понять. А потом пошел и понял, что туда ломятся. Он говорит, у них там меню-то примитивное, то есть 3-4 вещи. Да. Какой-то шницель, какая-то отбивнушка, говорит, и маш-потейто, то есть пюрешка, то бишь. Ну, говорит, я стал в очереди, ждал со своей тарелки, тут передо мной это все шмякнули, дали, блин, значит. Я, говорит, попробовал и, блин, понял. То есть они безупречно делают отбивную свиную, безупречно. Кухня, И да, также если что-то великолепно. готовится, это Да, и шницеля также вкусные. великолепно. Но знаете, Да, что и я также... не приму Да. никогда? Да, Я да. забыл, как эта штука называется, потому что вот Да. не ем. Короче, это копченое мясо, которое потом взяли, сварили. Ага. Но я тебе скажу, это в каком плане хорошо? Сама по себе копченость, когда вот ее там держат на костре, она напитывает всякие канцерогены. И когда ты ее сварил, то ты как бы с этим бульоном можешь вылить часть вот этого копоти и вот этого дерьмеца, который налепила. То есть это как бы плюс некоторый определенный. Возможно, но вкус я не могу меньше такое. будет, да. Я не могу Да, такое. да, да. Ну, в общем, мне более-менее нравился вот этот картофельный салат, как бы, но для меня было не, холодный, для меня было холодный. непонятно. Да, для меня была полная непонятка, почему у них картошка не такая сыроватенькая, с сыринкой такой, как бы, понимаешь? То есть она недоваренная везде, вот где она не встречалась мне, она была недоваренная. Я пытался выяснить, и мне говорили, нет, это нормально. Вот это они говорят, это нормально. Я говорю, нет, это ни хера не нормально. Это не То есть, надо. мы развариваем. Это дело вкуса. Сосиски готовили когда-нибудь? Мясо на костре, допустим, на углях с немцем? Да. Вот, допустим, шашлык советского образца, и сосиска будет немец жарить. Вот немец ужарит ее просто в уголь. В дымину. В дымину вообще вот и будет довольно грызти. Ну да. Вот эти вот такие какие-то разности радикальные. Да, есть разности, да. Вот они. То есть получается, что картофель салат был прекрасный. Там тоже делали пожилые немки, старые, я как бы присмотрел этот рецепт, они с туда огурчиками или без? Лучок, огурчики, солями, уксус немножко добавляли и, по-моему, майонез ложки. Вот это все мешалось в кашу такую. Вот. И вообще очень много наших салатов, там такой оливье, где колбасы, а меньше картошки, тоже они его называют русский салат, как бы, да, вот, то есть вот есть такие какие-то названия странные, американцы называют его тоже Russian салат. То есть вот типа оливье, только если изъять из этого оливье картохи меньше и чего-то еще забрать. Огурцы оставить. То есть очень странные были салаты, такое было впечатление, что в этих кулинарных магазинах остается очень много вареной колбасы, и они ее тупо рубают и заправляют майонезом и стараются вот по второму кругу ее продать. Понимаешь? Да. Мое такое мнение было. Да. Ну ничего. В общем, все было прекрасно, красиво, шикарно. И, кстати, первый раз я встретил за границей наших этих самых соотечественников. Я работал на стройке. И я тогда не понимал, что это как бы нонсенс, когда вот строительные инструменты все остаются, как бы, и мы уходим обедать. Возвращаемся, все на месте лежит. Такой был период. 92-й год, повторяю, 92-й год. Сейчас это настройки еще можно оставить, потому что ограждать стали. Огороженной стройкой с охраной, понятно. Да. Так я велик уже не оставляю. В магазин приезжаю, я велик не оставляю больше. Надо пристегивать, да. А вот этот самый, да, и тут, значит, и вот я чуть замешкался, все уже погрузились в машину, а я там что-то заковырялся и как-то присел под палетой с кирпичами, вдруг слышу ридну мову. Тут два человека, и один другому говорит,
а где ты такие перчатки взял на суржике таком, а тот говорит, да тут валялись. Я, блядь, про себя сижу, думаю, ну, блин, Они не нихуя себе валялись, они валялись, блядь. лежали. Они не валялись, они лежали. Ну, эти два прошли человека, говорят, а где ты такие перчатки? А там были, знаешь, мы работали с камнем, так у нас были кожаные такие хорошие перчатки, такие. Да, я Кожи, понимаю, обшитый кожей. ткань, да, У меня вот знаешь. насчет этого, Хорош. когда сюда приехал, извиняюсь, что перебиваю, Да. немножко было вот недопонимание, когда дом стоит и нет забора. Да. И вот меня прям тянуло, ёшкин зеленый, туда, короче, на газончик Ну да, посидеть. Но наши люди вот поправляют вот даже вот такие вещи. Значит, я служил, я служил в пансионате в одном, который был вот недалеко от города Вудсток. Вудсток — это Кастильские горы, Нью-Йорк, значит. И я там был поваром, значит, и там постоянно каждый год происходила одна и та же сценарий, один и тот же сценарий, очень интересный. Значит, продавались дома в этом живописном прекрасном месте. Люди поздно, значит, ранней весной покупали дома, и осенью они их продавали, потому что жить было невозможно, потому что рядом были пансионаты с нашими людьми. Что творили наши люди? Значит, и вот про вот этот заборчик. То есть забора нет. Идет старушка, пенсионер или кто-то 60, 70, 80 лет, настоящие американцы. И они переходят, блядь, перешагивают этот условный этот бордюрчик из каких-то растительностей, которые подчеркивают, что это уже территория частная, приватная как-то. Они подходят к этому дому и делают вот такое вот. Они начинают вот так вот заглядывать, что там темно не видно никак. И вот эти люди сидят в доме, блядь, такие, блядь, сука, зоопарк. Они вот ладошки так подставят и Да, начинают отражает смотреть. же. Да. И вот все, кто пережил вот это, блядь, осенью они нахер этот дом продают. Вот у нас в нулевых, когда большой поток был наших сюда, да, вот что-то такого было. У нас историй таких комичных полно, анекдотов на эту тему полно. Потом я приехал уже в 94-й год, не второй раз уже, вот, то есть зачастил, как бы, понравилось, конечно, но что, поработаешь 2 месяца, а потом год живешь на эти деньги, неплохо. Вот, значит, я приезжаю уже второй раз, уже тогда купил машину там, значит, прекрасную, Ауди хорошую, вот, значит, и они мне, значит, немцы уже начинают жаловаться мне, говорят, это как бы, ну как, вот раньше, говорит, у нас был у них баранчики там паслись возле дома, и этот был умный пастух такой, знаешь, забор, подпитанный электрическим аккумуляторной батарейкой. Ну, и вот они говорят, боже мой, ну кому нужен этот аккумулятор? А там маленький мотоциклетный. Он говорит, ну стоял в кустах, ну нахер он кому нужен? Приходим, нема аккумулятору. Я говорю, ну, бывает. Он говорит, что-то начали велосипеды пропадать, что-то начали, все, и они начали вот это думать на немцев из Казахстана, как бы, да? Ну это и был, это наш брат и был. Но возможно, потому что потом я вышел в этот центр этого небольшого поселка в город, а там, значит, фонтан, рядом виноводочный магазин, и возле этого фонтана газ, керосин, и вижу, наши люди там уже, блядь, в фонтане в этом уже оттягиваются. Нам пришлось где-то 7-10 лет как акклиматизироваться. Я понял, акклиматизироваться, да. И немцы мне, значит, они такие, значит, озабоченные, говорят, ну еще вот непонятно, говорит, вот хорошо, они приезжают, ладно, они приезжают. А знаешь что, дядька, когда на нас ругались, мы искренне не понимали, почему они на нас ругаются. Не, ну это нет, это все абсолютно понятно. То есть они говорят, вместо того, чтобы раз ты уже приехал в Германию, то ты должен поддерживать германский автопром. Нет, говорят, они все покупают японские машины. Тут я не знаю, как бы тут. Притом я так посмотрел, говорю, я смотрю, и немецкая молодежь покупала японские машины, потому что, я так понимаю, соотношение цена и и качество, как уже начиналось в сторону. Я вот тут промолчу, потому что я машины могу различать только если вижу значок определяющий.
Да, 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 По да, да. фаэтону, А, да, да, этому, да, я не да, понимаю, да. Мерседес, БМВ, я не могу О, различать. ну ты редкий человек. Да, Вот да, да, это да. да. У меня кенты Редкий человек смеются, это. говорят, Шурик, что за машина поехала? Я говорю, Да, синяя или да, хер его черная? знает. Да, да, да. Это как я в советское время не мог я не мог понять, откуда они знают, там шестерка, пятерка, четверка, Вот, вот, коробка, да. хрен разберешь, что там, какая Вот там я разница такой особая, там человек. какой-то молдинг какой-то, там кругленькая, там квадратненькая, да ну вас нахер, я даже не заморачивался. Ну вот, и они, значит, вот это с машиной, они претензию, и вторая претензия, еще, говорит, покупают большие телевизоры на пол, значит, на метровые, огромные, как бы, типа. Я говорю, да хер его знает, ну что, классно, большой, я абсолютно искренне говорю, большой телевизор, это же интересно, как бы, они так на меня Интересно, а смотрели, еще нашего брата было удивительно. видно, знаете, как видно в магазине? Вот эта тележка Спорткостюм. закупочная, она с А, горой, да. короче. Да, да. Ну, понятно. Не, ну не наелись, это понятно, это понятно. Это понятно. У нас, кстати, между прочим, это генетически, этот голодомор, он идет вообще через годы, годы, годы. Представь, моя мама завалила весь дом, знаешь, этими Нет, тут бутылочками пластмассы. Крупу сейчас-то мы туда начали пересыпать, тоже так мыло же собирать. закупаться, как и Да? местные. Знаете, почему это вот первые разы Ну, закупались из-за дефицит. ментальности. Ну, А да, почему да. немец Потом, закупался по-другому? Он каждый день так, туда ходит. свеженькое берет, да. Да, он что сегодня надо Не, приготовить, он это чуть-чуть взял, бах-бах, что-то там себе. Ну, и да, и это самое. И плюс чисто движуха, туда-сюда ходит, двигается человек, да. Это они А наш, любят, получается, да, пошастать. закупился как хомяк, да, и да жует это все с этими червячками и с молью, да. Ну, бывает, бывает, Сейчас бывает. Но берем только ничего, воды много, да, бумаги, да, допустим, да, да, салфетки, да, да, да. вот такое. Вот это было с бумаги тоже непонятно абсолютно. Вот это уже мне, как восточному, так сказать, человеку, так сказать, непонятно. Да. Я, например, когда купил свой дачный участок, он на отшибе как бы. Я прошу прощения за подробности, как бы, где бы меня ни придавило, как бы, вокруг меня всегда какие-то листья, сено какая-то, понимаешь, какие-то листья с деревьев. То есть я городской абсолютно человек, Ну, но я не чувствую никакого дискомфорта, если бумаги нету. В конце концов, у меня есть какая-то флошка там, и я зачерпнул воды там и исполнил этот ритуал, как я бы, немножко про другую бумагу узбекский. говорил, я про кухонные Ты не говорил. про... Я Я про... думал про туалет. Нет, я Потому про что кухонную, все время, да, салфетки. все время, салфетки, понял. А потому что это сам. Ну, с салфетками отдельный разговор. Я, например, свою семью долго не мог к ним приучить вообще, понимаешь? То есть это как бы расходник Ну это да, это деньги. А вот тряпок, полотенце. Одноразовое не-не, полотенце получается кухонное. а, а со старой футболки тряпочка вонючая, это типа Она, да, она же круто считать. заблевает, нафиг она надо. Она бздит, она воняет, и я вот ее выкидываю, а тут же появляется новая. То есть я абсолютно не могу приучить, что что-то пролили, оторвали бумагу, вытерли и Выкинул выбросили. ее и Нет, все, нет, да. это не здорово. А это как начался вот этот джаз, когда там ковид, все, начали скупать туалетную бумагу. И я вот был Это у всегда нас удивлен. было. Думаю, Вот это я не могу объяснить. Это я не могу объяснить. У нас было в Германии что за такое. дурость, да. Да, да, да. Потому что они жили при Советском Союзе. При Нет, Советском это Союзе как раз я не таки, скажу. подождите, это как раз таки коренное население делало. Так Сейчас я же даже... говорю, они не имеют понятия, что можно куском газеты на крайняк там как-то это сделать, как бы. Да нет, я не, я у них спрашивал, даже у тех людей, я видел, это соседи, Да. это, они Что за сейчас не паранойя, могут да? объяснить. Они говорят, ну я не знаю, почему Ага. это. Они сами не могут это объяснить. Это как влияние Сами не могут. какое-то, что ли, было или что. Нет, я понимаю, нет, я понимаю, вот выживальщики, все выживальщики. Знаешь, есть Крупа такая и группа соль людей, которые... важна, говорю. Крупа и А это соль, а не понятно, бумага. но выживальщики... Не, вот эти чувачки, которые в Югославии год там в каком-то городе, блядь, безвылазно просидели, блядь, в своих домах там, и они рассказывают, что нужно по-взрослому. Они говорят, самое главное, это Ай, что-то... Сейчас вы замерзали, не видно, не слышно было вас. Ёшкин зеленый. Только не срывайся. Ай-яй-яй, бля.
Ай-яй-яй.